Такой ужин я сегодня приготовил, подаю нам на стол. Это запеченная в духовке картошка, тунец с кукурузой. Смотрите, как обалденно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать блюдо, которое очень популярно здесь в Англии, и мы любим это в доме, а я давно это не делал. Это на английском называется baked potatoes and tuna sweet corn. Это запеченная картошка с начинкой тюна и тунца и кукурузы. Это обалденно вкусно. Я делаю немножко по-другому, чем в барах, в ресторанах это делают или в Англии. Я добавляю сюда туда бочковый огурец, тоже очень, это обалденно вкусно получается. И если вы такое раньше не делали, попробуйте сделать, вам, может быть, тоже понравится. А если вы такое раньше делали, посмотрели это видео, может быть, я вам подкину идею взять то же самое, почему бы и нет. А чтобы время терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. У нас в доме живет 4 человека, значит, я взял 4 большие картошки, все это вымыл, и каждую картошку пройду вилкой вот так. Так. И теперь каждую картошку я заверну в фольгу. Таким образом, чтобы потом было легче открывать. Вот так. И потом легче будет сверху открывать. И все это мы ставим сюда на форму. Это блюдо делается очень легко. Но тоже получается очень вкусно тоже. Картошка будет запекаться в духовке при 180 градусах в течение часа. Потом мы фольгу откроем. И я покажу, что дальше надо делать. Так. Все. Очень хорошо. Теперь, пока это все выпекается в духовке, мы сделаем начинку. Для начинки я возьму один лук. Сейчас порежу на четвертинки, чтобы лучше. И пропустим это через блендер. Я добавляю сюда бочковые соленые огурцы. Они дают очень такой приятный привкус. Так, 1 и 2. Так. И сейчас мы теперь все это пропустим через блендер. Вот здесь все достаточно. Сейчас уберу. Вначале я все замешу в этой миске, а потом я перенесу в салатницу. Это не занимает много времени, но получается очень вкусно, поверьте. Вот так. Теперь я сюда добавляю, у меня уже зелень петрушка с укропом. Так. Сюда теперь добавлю немного молотого перца. Добавляю кукурузу. Уже все отсежено от воды. Добавляю тунец.
Все уже отсожено у меня здесь, потому что я пользуюсь 2 банки тунца для этого салата. Но так как у меня кошки любят этот тунец в воде, то 1 банка пошла кошкам, и они ту воду тоже любят, так что все отсюда вода, то, что с тунца у меня оставалось, все это пошло у меня к кошкам. Так. И сейчас я теперь сюда добавлю майонез. Много не надо сразу добавлять. Всегда можно добавить майонез. И это мы сейчас перемешаем. Если много майонеза добавить, то это будет очень водянистое. То, что я не хочу так. Но это все, это как вам нравится. Так, я думаю, что я должен еще 1 ложечку майонеза добавить, и на этом все. Так. Это не занимает много времени, единственное, что картошка в духовке, и все. Остальное это очень вкусно. Так. Теперь я попробую на вкус. Получилось очень вкусно, то, что не надо. Сейчас я перенесу эту салатницу, накроем, это пойдет в холодильник. И там мы уже вытащим из холодильника, перед тем, как начнем подавать все на стол. Как вы видите, занимает только считанные минуты. Получается очень вкусное, обалденное блюдо. Все. И теперь это ее с холодильника, мы встретимся, как уже картошка выйдет с духовки. Итак, картошка у меня выпекалась в духовке при 180 градусах 1 час. Теперь что я сделал? Аккуратненько, будьте очень осторожны, это очень горячо здесь. Раскроем каждую картошку таким образом. Потому что когда вы заворачивали картошку, я сказал, чтобы завернуть так, чтобы было удобно потом развернуть. Совсем аккуратненько, чтобы здесь очень горячо. Так. И теперь каждую картошку разрежем пополам. Так. И сюда так поставим масло. В серединку вот так. В щель пойдет масло теперь. И если у вас есть сыр, то еще можете сыром сверху посыпать. У меня, к сожалению, сыра не было, я забыл купить. Но суть дело так, что если у вас сыр, то еще сыром пройдете туда вовнутрь щели и сверху, и туда обратно идет на 15 минут с сыром. А мы вот без сыра на 15 минут пойдет в духовку теперь. Итак, картошку я теперь вытащил из духовки, и теперь аккуратненько картошку переложу на тарелочку. Как видите, я красиво тарелочку приготовил с салатом. Вот так. Если у вас сыр был бы, было бы еще красивее. И теперь сюда еще немножко маслом зальем то, что было. Так. И теперь зависит, как вы желаете. Тунец прямо сюда в серединку. Или тунец мы положим сбоку. Я думаю, что давайте я сбоку положу.
Вот так. И зеленушки сверху пройдемся. Вот так. Вы знаете, результатом очень доволен. Посмотрите, у меня были листья салата в холодильнике, я решил их тоже добавить сюда. И посмотрите, как аппетитно все выглядит. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для ужина. Почему бы и нет? Если вы раньше такое не делали, попробуйте сделать, и вам понравится. Единственное, что у меня одна недостача сегодня, что я забыл купить сыр. Потому что если есть у вас тертый сыр, то еще тертым сыром сверху вы пройдете, в духовке запечете, будет вообще... А на этой аппетитной ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего, крепкого здоровья, берегите друг друга, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.